Инконфиденция Минейра или заговор в Минас-Жерайсе. Инконфиденция Минейра представляла собой движение в Бразилии в 1789 году, и по сути она была результатом слияния внешних и внутренних причин в колониальной Бразилии. Инконфиденция Минейра была направлена против колониального господства Португалии и положила начало борьбе за независимость Бразилии. Социальные противоречия были очевидными. Вдохновением для данного движения послужила независимость 13 британских колоний в Северной Америке после Американской войны за независимость. Такое развитие событий произвело мощное впечатление на интеллектуальную элиту, особенно на Минас-Жерайс. В целом, главной причиной было снижение добычи золота. По мере того, как золото становилось все меньше, золотодобытчики региона Минас-Жерайс сталкивались со все большими трудностями в выполнении налоговых обязательств перед короной. Плюс к этому еще были повышены налоги на потребление мяса, зерна и других продуктов. Сторонники движения Инконфиденция Минейра, стремившиеся к независимости от Португалии, планировали поднять восстание. Однако у них не было ни хорошо продуманных планов, ни общего лидера. Некоторые из них были республиканцами, другие монархистами. Некоторые выступали за отмену рабства, в то время как другие считали отмену непрактичной в то время. Некоторые выдвинули несколько экономических и социальных идей. Содействие производству хлопка, эксплуатация запасов железа, создание гражданского ополчения. Важно указать, что Инконфиденция Минейра привлекла большое количество священников, интеллектуалов, военных, а также поэтов Клаудио Мануэл да Кошта и Томас Антонио Гонзага. Среди наиболее значимых известных сторонников были Тирадентис, Жозе Альварес Масьел, философ и студент-химик, и подполковник Франсиско де Паула Фрейре де Андраде. Важно подчеркнуть, что Тирадентис был самым сильным сторонником движения за независимость от Португалии. Если мы посмотрим на участников движения Инконфиденция Минейра, то можно прийти к выводу, что они были вдохновлены идеалами французских либеральных философов эпохи Просвещения и успехом американской революции. Они в основном принадлежали к высшему классу, многие учились в Европе, многие хотели создать республику, в которой лидер будет избираться путем демократических выборов. В конце концов, 3 участника движения раскрыли правительству планы и тем самым предали движение. Повстанцы были арестованы в 1789 году. Среди них были адвокат Инасио Жозе ди Алваренго Пейшоту, поэты Томас Антонио Гонзага и Клаудио Мануэл да Кошта, священник Жозе да Силва де Оливейра Ролим и Тирадентис. Судебные разбирательства против участников движения длились с 1789 по 1792 год. Тирадентис, Жозе Альварес Масьел и 8 других человек были приговорены к виселице. Еще 7 были приговорены к пожизненному изгнанию в Африку, остальные были оправданы. После суда королева Мария I, в Португалии Мария Благочестивая, в Бразилии Мария Безумная заменила смертную казнь пожизненным изгнанием для всех, кроме тех, чья деятельность была связана с отягчающими обстоятельствами. Так было с Тирадентисом, который взял на себя всю ответственность за движение, заговор и был заключен в тюрьму в Рио-де-Жанейро, где он был повешен 21 апреля 1792 года. После этого его тело было разорвано на куски, которые были отправлены в Минас-Жерайс, чтобы выставить на обозрение в местах, где он продвигал свои революционные идеи. Годовщина его смерти отмечается как национальный праздник в Бразилии. И важно подчеркнуть, что на сегодняшний день участники движения Инконфиденция Минейра почитаются как национальные герои Бразилии.